Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего ноября месяца и будем говорить о целом северо-восточном регионе, куда входят 4 крупных областных города-центра. Это город Харьков, город Чернигов, город Сумы, ну и, конечно же, город Полтава. Попробуем с цифрами разобраться в тех процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости. В начале видео будем говорить о краткосрочных процессах длиной в 1 месяц. Сравнивать будем октябрь 2025 года с ноябрем 2025 года. А в конце, уже подводя итоги, будем рассматривать долгосрочные процессы, или их еще называют эти процессы тенденциями, трендами. Будем сравнивать, конечно же, уже ноябрь 2024 год с ноябрем 2025 года. В конце видео, подводя итоги, сделаю краткосрочный прогноз о том, что будет происходить с недвижимостью в целом в северо-восточном регионе на первый квартал до марта 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Я думаю, что вам будет интересно. Так, находим слайд. И, как я люблю говорить, через призму времени и цифр вместе с вами попробуем разобраться, что происходило на рынке жилой недвижимости благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, перед вами карта северо-восточного региона. Начинаем сверху вниз, справа налево, наверное, да? Или слева направо. Ну, давайте так, с Чернигова начнем. Будем говорить о колебательных процессах длиной в 1 месяц. Количество предложений, друзья, это квартиры, первичный, вторичный рынок, которые выставляются для продажи. 9450 объектов жилой недвижимости в ноябре месяце мы зафиксировали. Это квартиры, которые выставлялись на продажу или для продажи, что показало рост плюс 1,8% больше, чем в октябре месяце. Социальное жилье – это стоимостные показатели уже. Вторичный рынок, друзья, плюс 0,41% за 1 месяц. Ну вот, друзья, это безумие, я уже об этом говорил, записывал специально по Чернигову видео. Но не может быть вот в этом виде такой вот как бы аппендикс или остров, полуостров, который уходит вглубь. Это у нас частично Курская область, Брянская область, здесь Белоруссия. Показывает рост стоимости квадратного метра, ну, по многим причинам. Мы потом попробуем разобраться очень кратко, но пока фиксируем то, что видим рост, причем по всем сегментам рынка недвижимости и по всем классам. Эконом-комфорт, бизнес-класс также показал нам рост плюс 0,32% за месяц. Переходя к первичному рынку, мы видим, что здесь незначительная динамика снижения. Это квартира эконом-класс минус 0,46%. А первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс показали динамику роста плюс 0,69%. Итак, подводя итоги, мы видим, что по всем сегментам и классам практически рынок недвижимости продолжает расти, еще раз повторюсь, с какого-то перепуга. Дальше, друзья, город Суммы. Кстати, вот город Суммы, он один из немногих городов, которые входят в, так сказать, северо-восточную часть Украины, где адекватно, в общем-то, себя ведет рынок, или точнее желание, мы же работаем не с проданными, то есть с предложениями, это квартиры, которые еще не проданы. Соответственно, это хотелки, это, так сказать, риэлторов и продавцов. Вот здесь как бы все очень, ну, мне кажется, корректно. Итак, количество предложений 6580 объектов жилой недвижимости, это первичный и вторичный рынок, было выставлено для продажи в ноябре месяце напомню вам, 2025 год. Что показало на 1,5% больше, чем это было в октябре месяце. Дальше, друзья, смотрим. Социальное жилье подешевело минус 0,5%.
22%. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, подешевели минус 0,35%. Первичный рынок, квартиры эконом-класс подешевели минус 0,25%. Ну и первичный рынок комфорт бизнес-класс подешевел минус 0,15%. То есть здесь все понятно. Непосредственно близость к Российской Федерации. Боевые действия идут на территории Сумской области. Фронт, в общем-то, где-то стоит, где-то двигается. И понятно, что это не самое лучшее время для продажи квартиры, а тем более для покупки квартиры. Поэтому мы видим желающих продать больше, чем желающих купить. Я предполагаю, что в этих приграничных областях желающих купить вообще нет. Дальше город Харьков. Ну, здесь тоже, друзья, просто какая-то фантастика. Что-то подобное я наблюдал. Если вы помните, война началась в 2022 году, а я уже с 2020 года, 2020 год, 2021 год, много видео у меня. Город Харьков, не знаю, кто там раскачивал этот рынок недвижимости, но там огромное количество новостроек, стоимость квадратного метра росла как на дрожжах, риэлторы, так сказать, не успевали рассказывать всем, как выгодно вкладывать в рынок недвижимости города Харькова. Ну и произошло, как оно произошло. Я просто понимаю, что рынок недвижимости – это один из сегментов украинской экономики, он может надуваться искусственно, но этот искусственный пузырь, он рано или поздно лопнет, вопрос времени только, да, то есть цена была не обоснована на стоимость квадратного метра. Так и произошло. Вот теперь я вижу тоже что-то подобное, но с учетом того, что это тоже прифронтовой город, Волчанск, город разрушенный, захваченный, бои в Купянске, то есть, кабы уже долетают до города Харькова, а стоимость квадратного метра продолжает расти. Итак, по предложениям. Количество предложений на рынке жилой недвижимости 38 500. Это первичный и вторичный рынок, что показало плюс 1,6% больше, чем в октябре месяце. Социальное жилье подорожало почти на 1%, плюс 0,91%. Безумие, друзья. Эконом-комфорт бизнес-класс. Здесь мы видим подешевела стоимость квадратного метра на 0,5%, минус 0,28%. Переходя к первичному рынку, мы видим, что динамика роста продолжается. Также квартиры эконом-класс подорожали на 0,89%, практически на 1% в месяц. Это безумие. Это реально в городе Харькове, чтобы так росла стоимость квадратного метра. А кто его покупает, друзья? Вопрос хочу задать, да. Кто из риэлторов меня смотрит, напишите, пожалуйста, сколько... риэлторы мне напишут, понятно, там какие сделки. Если одна сделка в полгода, это в лучшем случае, потому что я вижу, все мои друзья, знакомые риэлторы, которые были, все стали волонтерами. Вот такая интересная, да. Сначала был бизнесом занимался, риэлтор, потом бац, и волонтер стал. Вот я как-то как занимался рынком недвижимости, в данном случае анализом, так и вот ничего не стал я ни художником, ни этим пианистом внезапно, да, то есть я продолжаю заниматься тем, чем профессионально умею заниматься. А вот эти товарищи так прыгают в разные стороны, что я не удивляюсь, почему это происходит с недвижимостью в городе Харькове. Потому что риэлторы на самом деле, я не хочу сказать ни плохо, ни хорошо, они влияют на рынок возможными голословными заявлениями, неправильной подачей нерыночной стоимости в объявлениях. Все это, в общем-то, сказывается. Но это сказывается на краткосрочных процессах, которые мы с вами сейчас обсуждаем. Итак, первичный рынок квартиры бизнес-класс также подорожали 0,66%. Первичный рынок элитный класс снижение минус 0,70%. Переходим, друзья, к следующему городу. Это город Полтава. И вот посмотрите, город Полтава. Вот логика, да? Это приграничный город Чернигов, Черниговская область, Сумы, Сумская область, Харьков, Харьковская область. Рост показывает город Чернигов и Харьковская область. Причем, друзья, и по области, как город Харьков, так и Харьковская область. Я мониторю весь рынок по всем городам областного, районного и поселкам городского типа. Здесь стоимость квадратного метра растет, друзья, по жилой недвижимости, с перепуга с какого-то. А вот город Полтава, он находится географически ближе к центру Украины, видите, да?
И вот он должен бы, по идее, показывать рост, но здесь вот такая ситуация. Что-то показывает рост, какие-то сегменты рынка, какие-то показывают снижение. То есть он наиболее адекватный рынок, там, чем в Харькове, чем в Чернигове. Хотя, по идее, люди, которые бегут с прифронтовых городов, они в первую очередь обращают свое внимание на близлежащий спокойный, ну, наверное, город Полтава. Почему здесь более бюджетное жилье и в аренде, если покупать. И как оно вот сравнить с Киевом, ну, это просто небо и земля. Просто небо и земля. Но давайте пройдемся по цифрам. Количество предложений: 9932 объекта жилой недвижимости, первичный, вторичный рынок. Рост плюс 1,2%. Это за месяц. Желающих продать больше, чем желающих купить. Не перестану повторять. Социальное жилье подорожало 0,35%. Это вторичный рынок. А вот вторичный рынок квартиры эконом, комфорт, бизнес-класс, друзья, что мы видим? Снижение, минус 0,15%. Первичный рынок эконом-класс, снижение за месяц, минус 0,24%. И первичный рынок комфорт бизнес-класс, здесь динамика роста плюс 0,60%. То есть половина, видим, часть первичного рынка дорожает, часть дешевеет, так и на вторичном рынке видим такие вот как бы, ну, неустойчивую ситуацию, да, как сильно уж устойчиво в городе Чернигове. Мне это очень беспокоит, друзья. Потом поговорим, ну, что именно меня беспокоит. Хотя мне сейчас скажут, да, если тебя что-то беспокоит, ты же к доктору сходи. Друзья, доктор мне уже не поможет. Итак, давайте переходим к вот этой табличке, которая внизу. Здесь подытоживающие данные. Так, опять я убежал вперед. Здесь подытоживающие данные. Будем сравнивать ноябрь месяц с октябрем месяцем 2025 года на примере только одного лишь класса, но самого большого – это класс социальное жилье. Итак, город Харьков, друзья, за месяц показал рост 0,86%. Город Полтава за месяц показал нам также рост плюс 0,35%. Город Чернигов показал рост плюс 0,41%. И только город Сумы по классу социальное жилье за месяц показал снижение минус 0,22%. Итак, подводя итоги, красная черта. $528 стоимость квадратного метра – это среднее арифметическое число в целом по региону. И рост плюс 0,38%, с чем и поздравляю, друзья. Вот мне только интересно, кто покупает эту недвижимость. А так видим, что стоимость квадратного метра растет. Дальше, друзья, переходим к следующему слайду. И здесь мы будем уже говорить о долгосрочных процессах длиною в 1 год. По карте все понятно, я комментировать не буду, потому что ну, уже мы проговорили. Здесь остались краткосрочные процессы длиной в 1 месяц. А вот что произошло за год, давайте быстро пройдемся. Город Харьков на примере социального жилья. $589 за квадратный метр. И рост в годовом измерении, друзья, не пугайтесь, 2,79%, почти 3%. Прифронтовой Харьков показал рост стоимости. Видим, что индекс единичка, запятая 0,28. Город Полтава, друзья, $580 за квадратный метр. И также видим рост за месяц плюс 1,58%. Индекс положительный, единичка 0,16, 0,16. Город Чернигов, $487 за квадратный метр. И рост также за год 2,10%. Индекс положительный, единичка 0,21. Ну и город Сумы, единственный город, который, видим, $454 за квадратный метр, и показал в годовом измерении снижение минус 2,78%. Естественно, индекс отрицательный 0,972. И вот подводя итоги здесь, друзья, мы красную черту видим, что $528
долларов средняя арифметическая стоимость квадратного метра по региону. Сравнивая ноябрь с октябрем, видим, что рост на 1,5%, что показало нам также положительный индекс, единичка 0,11. Друзья, давайте немного об индексах. Что такое индекс? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. На примере социального жилья, вот здесь в целом по региону, как он считается, 528 делим на 522. Получаем рост в процентном соотношении плюс 1,05%, или же положительный индекс единичка 0,11. Друзья, ну, я знаю, что это у меня смотрит фокус-группа людей, которые работают в финансовых учреждениях Украины, немного саморекламы. На протяжении больше 10 лет мы готовим индексы для крупных украинских системных национальных банков, также для иностранных банков, которые работают на территории Украины. И люди, которые меня смотрят, это управление по рискам или по риск-менеджменту, в разных банках по-разному называется. Так вот, категория этих специалистов очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих людей в Украине знаю, как меняется стоимость квадратного метра недвижимости во времени, по всем его сегментам и по всем классам. Поэтому, друзья, для того, чтобы у вас была полная картинка того, как изменяется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые ресурсы, вам необходимо что сделать правильно? Найти мой телефончик, он в описании данного видео на YouTube-канале. Это Viber телефон, повторяю, Viber телефончик. Напишите или же позвоните, составим техническое задание, и по всему кредитному портфелю, под который, ну, под недвижимость, которая находится в кредитном портфеле, под которую ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства, мы будем делать, я и компания Lim Consulting, ежеквартальные отчеты, исследования, где вы будете видеть с цифрами на картах по сегментам рынка, что происходит с недвижимостью и как меняется стоимость квадратного метра недвижимости, под которой, еще раз повторю, ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Итак, это была реклама, друзья, без нее никак нельзя. Подводя итоги, мы видим, что в целом по региону, это 4 крупных областных города, рост на 1%. Вот, ну, давайте, прежде чем поговорить о, так сказать, сейчас я найду этот, поговорить о прогнозах, я хочу вам показать занимательную статистику. Это не моя статистика, это статистика в открытом доступе, есть служба статистики, ее публикуют, извините за тавтологию. Сравниваем 2024 год с 2021 годом, и это будет у нас первичный рынок. Напомню вам, для того, чтобы прогнозировать, я использую метод многофакторного анализа. То есть я понимаю, что на рынок недвижимости влияют внешние факторы. Внешние факторы – это война, это какие-то голословные заявления, там, я не знаю, серьезных геополитиков, как Дональд Федорович Трамп, президент Соединенных Штатов, который заявил, что в начале своего, так сказать, своей каденции, что сначала за день закончит войну, потом за месяц, ну и так далее, там что-то всегда говорит. Есть вот этот белый шум, который очень хорошо влияет на мозги людей. Есть внутренние факторы. Внутренние факторы – это макроэкономические показатели, которые характеризуют состояние экономики. И вот мы сейчас подходим, их там порядка 10, сейчас мы подходим к одному из важнейших показателей. Это первичный рынок. Сколько было сдано в 2024 году в целом по северо-восточной части Украины? Помните, мы говорим о 4 крупных областных городах-центрах. Вот показываю. Северо-восточный регион. Снижение, сравниваем 2024 год с 2021 годом, снижение на 81%. Меньше компании-застройщики, капиталисты стали сдавать, так сказать, недвижимости, жилой недвижимости. Ну, с чем это связано? Угадайте сами. Надо быть безумцем, сдавать или строить недвижимость при фронтовых городах, да, и, ну, во-первых, туда может прилететь все, что угодно, а во-вторых, там нет платежеспособного населения. И вот смотрите, Харьковская область.
КС– это конфиденциальная информация для служебного использования. По-простому тут нифига не строится. Полтавская область– это практически ближе к центральной части, тут еще что-то строится. Сумская область– это КС– конфиденциальная информация для служебного использования. Ну и Черниговская область немного строится. То есть мы видим, что ну вот, все логично, условия, так сказать, или внешний фактор, это война, она очень сильно влияет на компании-застройщиков, ну и в целом на экономику, и на людей, которые могут быть потенциальными покупателями. Давайте посмотрим, что произошло за полгода 2025 года. Это также официальная статистика. Ну вот давайте по Харьковской области ничего не строится, видим, да. Дальше у нас Сумская область, тоже ничего не строится. Ну вот такие пробелы. По Черниговской области 462 объекта по целой области было сдано. Это, ну, это просто ни о чем, это даже меньше, чем в 2024 году. Если мы предположим, что еще полгода будет столько же сдано в эксплуатацию, это будет все равно меньше. Ну и Полтавская область построена тоже, ну, единицы буквально, 213 объектов жилой недвижимости. То есть вот этот показатель характеризует состояние в целом отрасли первичного рынка, то есть строительной отрасли, друзья. Несложно сделать вывод из этих официальных статистических данных, что там все очень и очень плохо. Ну прям, ну беда-беда, по-другому я никак не назову. Из какого перепугу вдруг должен расти стоимость квадратного метра? Но переходим дальше, друзья. Еще один макроэкономический показатель. Это самое основное, наверное, потому что недвижимость и люди– это вот знак равно. Да? Ну, в недвижимости живут люди. Очень быстро давайте пройдем, я, как бы, чтобы не повторяться. Официальная статистика нам говорит, что 2022 год, первый квартал, война началась, напомню, в феврале месяце, в Украине проживал 41 миллион 167 тысяч. Как только Украина стала самостоятельной, 91 год, 1991 год, это было 52 миллиона. Но округлим в большую сторону, 51 миллион 944 тысячи. Вот посмотрите, сколько только за период самостоятельной Украины как государства было потеряно население. То есть идет деградация. Деградация и депопуляция общества. Ну, с хорошей стороны государства, люди не убегают и не мрут, как мухи. Дальше смотрим, друзья. Вот это вверху. Это Организация Объединенных Наций. Видим, что показывает нам 7 миллионов 678 тысяч украинцев уехало в Евросоюз. Из них 4 миллиона 805 получили статус временной защиты. Также показывают, что в Россию уехало 2 миллиона. И, ну, я верю, что, скорее всего, это 5 миллионов. Никто ж не считал, там, Российская Федерация говорит, что это 5 миллионов. А вчера выступление Владимира Владимировича Путина было, он заявил, что там 10 миллионов украинцев. Давайте, говорит, проводите, как он называется, ну, выборы, да, и удаленно, говорит, поди, там, иди, как угодно, то надо включить тех 10 миллионов, которые живут в России. Ну, логика присутствует. Только кто считал вот здесь этих людей и здесь? Но мы возьмем, что это все-таки цифры, раз их озвучивают, они где-то очень близки к правде. Итак, 7 миллионов 678 тысяч, прибавляем 5 миллионов, это те, которые, предположим, Российской Федерации, получаем 12 миллионов 678 тысяч. Добавляем 500 тысяч, это безвозвратно ушедшие, ну, погибшие на фронте, и получаем 13 миллионов 178 тысяч населения, которое, так сказать, покинуло благословенную территорию Украины. Несложная математика. Дальше 41 миллион 167, отнимаем 13 миллионов 178, получаем 27 миллионов 988 тысяч. То есть 28 миллионов на сегодняшний день де-факто должно проживать в Украине. Но мне что-то вот даже здесь кажется, если 2 миллиона мы уберем, почему? Потому что вот эти безвозвратные потери 500 тысяч, ну, это прям, если наши пропагандисты говорят, что в Украине, в Российской Федерации погибло 1 миллион, то вот я не поверю. Там миллион погиб, и у них и техника, и ПВО, и все остальное, а у нас всего лишь 500 тысяч.
Я думаю, что гораздо больше вот здесь количество погибших, пропавших без вести, помните, да, 500-й. Это огромное количество людей, те, которые ушли в СЗЧ, ну и так далее. Поэтому я так думаю, что если от 28 миллионов отнимем, ну, миллиона два это точно можно, то получим где-то порядка 25 миллионов. Вот эта цифра больше похожа на правду. Итак, мы говорим о чем? Мы говорим о квартирах, недвижимости и людях. Если становится на территории Украины меньше людей, ну, не надо быть большим специалистом, аналитиком, чтобы предположить, что квартиры-то не нужны, они же для людей строятся. Депопуляция населения, соответственно, мы увидели, меньше строится и сдается в эксплуатацию в целом по Украине жилья, то можем себе предположить, что и один из показателей, который характеризуется стоимостью квадратного метра, будет в следующем году снижаться. Итак, друзья, очень подробно рассказал вам, что произошло с рынком недвижимости, что происходило, и о прогнозах. Давайте закроем. Давайте также очень кратко. Мы видели, что у нас рост 1% по северо-восточной части Украины. Я все-таки предполагаю, и учитывая те макроэкономические факторы, которые влияют на состояние, вернее, показатели, которые влияют на состояние, в том числе рынка недвижимости, ну, говорят нам о другом, что первый квартал, я предполагаю, что минус 2% мы увидим в целом по региону. То есть мы все-таки увидим, что динамика снижения будет присутствовать и в городе Харькове, в Харьковской области, и в городе Чернигове, Черниговской области. Да, давайте еще раз закрыл. Я обещал показать вам, и что-то так мне. Так. Ну, давай, запускайся. По поводу Черниговской области и города Чернигова. Давайте, ну просто вот карту вот эту еще хочу вам показать. Вот она, видите? Некий такой полуостров, который уходит вглубь Брянской, это у нас Курской области, с одной стороны Белоруссия. И вот это расстояние здесь по порядка 300 километров. Вот это, видите, вот этот выступ. Это единственный такой остров, который врезается буквально в территорию Украины. Отсюда запускаются беспилотники, которые долетают там чуть ли не до Москвы. То есть пока вот эти области подвергаются, так сказать, ну, работают здесь и эти самые ФАБы летают, это Харьковская, Сумская область, то в Черниговской области ничего не происходит. Но формируется Северный фронт, насколько я там слушал людей, которые сведомы, да, и, естественно, в 2026 году, я думаю, что к концу года вот боевые действия, скорее всего, придут и в Черниговскую область. Почему? Потому что, во-первых, это самая короткая точка от границы с, ну, здесь где-то переход любой можно взять, с Брянской области до города Киева, это тоже порядка 300 километров. Как и вот здесь. 300 километров. То есть это самая ближняя точка, по которой можно прийти ну, в центр Украины, к самому Киеву. Не случайно в начале войны войска Российской Федерации вот стояли здесь буквально в Броварах, и зашли они буквально там, ну, за несколько дней. Поэтому, друзья, я все-таки предполагаю, хотя очень хочу ошибиться, что Черниговскую область и город Чернигов, так как начали выносить подстанции, люди сидят там сутками без света, да, ожидает не самое хорошее время в новом 2026 году. Итак, друзья, вроде о прогнозах рассказал, теперь пришло время прощаться для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости. Вам необходимо подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео, а еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.